Привет, друзья! С вами канал Нави Junior, и мы в Тарасовке. Мы продолжаем снимать для вас интервью с игроками Нави Junior. И на этот раз мы решили покинуть пределы Киева, приехать в Биту в гости и узнать, каково это быть чемпионом Бласта. Поэтому, не теряя времени, подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Тем более в конце этого интервью вас ждет один маленький, но очень важный анонс. И, конечно же, ставьте лайки под этим видео, чтобы мне и Валерчику было приятно. Ну, а мы погнали. Приветики. Приветик. Блин, я так давно тебя уже не видела. Я тебя тоже давно не видел. Как твои дела? Отлично. Я тут для тебя кое-что приготовила, чтобы мы с тобой не замерзли. Я знаю, что у тебя здесь прикольный стадион. Ты мне о нем рассказывал. И я предлагаю прогуляться и узнать, как у тебя дела. Как ты вообще поживаешь? Я поживаю отлично. Сейчас дали инвайт в ФПЛ. Потихоньку сейчас поигрываю. Ну, ты, короче, сразу начал с козырей. Начала интервью, ты такой, типа, мне дали ФПЛ. Как это происходило вообще? Расскажи, пожалуйста. Ну, как произошло? Саша попросил просто ФПЛ. Сначала, я, насколько знаю, его игнорили, а потом мы, когда выиграли Бласт, они не могли уже отказать. Ну да, сложно отказать чемпионам Бласта. Как вообще прошел твой Новый год? Как ты отметил новогодние праздники, провел отпуск? Посидел чуть-чуть с семьей и пошел за компьютер. И все. И день рождения, в принципе, также и отметил. И то нет, даже у нас тренировка была. Друзья, 5 января у нашего Валерчика был день рождения. Ему исполнилось 18 лет. Congratulations! 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 Поэтому давайте все вместе коллегиально соберемся в комментариях и напишем пару приятных и добрых слов поздравления нашему Биту. Ты вообще часто тут гуляешь? Стараюсь раз в неделю точно выходить. Ну, там спортсмен занимается. Самая хорошая погода и время Да. для этого. А ты сам не приходишь сюда потренироваться, может, побегать? Ты борьбой все время занимался долгое время. Да, я занимался борьбой. Больше 8 лет, это точно. Угу. Я помню, один раз я побегал, и что-то как-то больше не бегал, потому что так набегался, переусердствовал. На всю жизнь вперед. Не на всю жизнь, но на год вперед точно. Ты вот говоришь, что ты занимался 8 лет борьбой. Почему ты перестал? Да я переехал в Киев просто. А здесь я поступил в колледж. Как-то учеба, КС, и как-то не доходило времени вообще до тренировок. Ну, кстати, как ты совмещал вообще учебу, тренировки? Ой, это КС? тяжело было. Потому что я до ночи играл, до ночи. Потом просыпался на учебу рано. Там где-то дремал на каких-то парах. Чем ты обычно занимаешься в свободное время, помимо того, что ты приходишь на стадион и гуляешь в одиночку? Я вот купил книгу, мне еще подарили книгу на день рождения. Я сейчас стараюсь больше читать. Какая книга? Рассказывай. Книга про жизнь вообще. Подарили мне книгу про жизнь, и я буду читать. И как много ты уже прочел? Я еще не начинал, если честно. Вот в последнее время я начал потихоньку посматривать фильмы, потому что это прикольно. С Том Крузом последний раз 2 фильма вот за последние 3-4 дня посмотрел. Досмотрел с Фродо, «Хоббиты». «Властелин колец». «Властелин колец», да. «Властелин колец» досмотрел, 3-ю часть. И как тебе? Мне понравилось, прикольно. Но вот этот Голум, такой тип. Не очень, да? Да. Позитивно. Я думал нормальный, а в итоге В конце оказался, плохим да? стал, да. Что ты смотришь на YouTube обычно? В основном, если я смотрю, то я смотрю ТикТок. Неплохо. Да. Нет, ладно, ТикТок давайте вырежем. Зачем кому-то знать, Не-не-не, чем мы занимаемся? ТикТок не вырезать. Он и всегда в наших семечках. А что по поводу Твича? Наверняка же стримы какие-то смотришь. Я не очень сильно на Твиче сижу. Ну, ты, в принципе, и сам довольно-таки редко стримишь. Вот совсем недавно ты наконец-то запустил стрим с Моноси, как вы играете в АПЛ. Монози. Монози? Монози. С Монози, простите, пожалуйста. Не, с Моноси, конечно. Блин, я вспомнил кое-что. Про майонез? Нет, я ничего не скажу. Но Илья... Я вспомнила кое-что, я ничего не скажу. Илья сразу поймет, про что я. Ну, он наверняка посмотрит это интервью. По-любому посмотрят. Можешь пасхалочку ему оставить. 4 есть. Он поймет. Планируешь ли ты чаще теперь стримить, когда ты уже попал в АПЛ? Да, ну да, я на самом деле планирую стримить сейчас. Вообще идеально запускать 2-3 раза в неделю. Ну там посмотрим, как получится. Я постараюсь, конечно.
А какое-то самое яркое воспоминание из детства, может быть? Оно хорошее или плохое должно быть? Можно и хорошее, и плохое. А я тебе тоже расскажу. Давай ты тогда сначала расскажи. Ну, хорошее — это Новый год у дедушки с бабушкой в лесу на берегу водохранилища. Мы там все вместе собирались, катались на санках, на клеенках, на одной лыже. А плохое — это как я в детстве проглотила иголку. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, самое яркое, на самом деле, воспоминание, это, наверное, после тренировки возвращался и ложился на кровать. Это было круто. Это воспоминание, когда я иду домой, вечер, темно, фонари. Я иду. А сколько тебе было лет, когда вы решили переехать? После 9 класса. Сколько? Лет 14 мне было. Сколько тебе было лет, когда у вас появился ПК дома? Мне было... Да я маленький вообще был. А помнишь самую первую игру, которую ты запустил на ПК? 1.6. Ну, очевидно. Брат у меня играл в 1.6, я приходил, просто там не дотягивался до клавиатуры, рукой просто там что-то клацал. Но я помню, что я с ботами там пока играл, потом на пабликах играл в 1.6. Первая игра моя в CSGO, у нас с братом был один аккаунт на двоих, и тогда контра только вышла, CSGO. Страшно было играть, я не знаю. Но тебе сразу CSGO понравилось? Но это лучше, чем 1.6 было. Мне по-любому казалось, что это лучше, потому что я ж не олдфак какой-то, я просто играл на пабликах. Там и графика в CSGO была лучше, и чуть позже скины. Я помню, какой я первый скин себе купил. Какой? Я купил себе африканскую сетку калаш. А как родители относились к тому, что оба сына так много времени проводят за ПК? Условие мамы было, если ты хорошо учишься, ты играешь. Если не учишься, то... Мам, да ты... то не играешь. У меня еще ноутбук был. Если получал плохую оценку на неделю, то у меня нет ноутбука на выходных. А как они уже сейчас относятся? Они поддерживают, понимают. Следят наверняка. Да, следят, конечно. Валерчик, честно признаться, я знатно замерзла. Я помню, что у нас с тобой на летнем кемпе было одно незавершенное дело. Так сложилось, что в середине Нави спортскемп у ребят был отпуск, и я отвезла пацанов в тир. Ты тогда с нами не поехал. Но, как оказалось по итогу, ты очень хотел, потому что ты там ни разу не был. Поэтому сегодня я предлагаю тебе закрыть наш гештальт и поехать вместе с тобой в тир и вдвоем пострелять. Го. Го! Ты первый. John in the morning, never been disappointing. Got fits in this bitch and the hits start pouring. Check the Twitch 20K, bitch. I'm in it to win it, killing my enemies. Never feeling sentimental, potentially a villain. Essentially, I've risen to the top, no stop. CSGO, motherfucker, rush B. I know. Never been able to rhyme slow, and I gotta get it like whoa. А можно уже посмотреть, какой результат? Ну, можно, конечно. Так видно и так. Ну, тебе 18 лет, мне 28, Валера. Ну да, в конце я, конечно, В конце намазала. просто устала рука. Устала рука, да. Да. Как впечатление, вид? Прикольно. Но отдача пока слабенькая. Ты ждал больше? Да не, ну сейчас будет побольше. Тут дигл есть? Ну, конечно, есть дигл. Это юзб, да? Это Grand Power, это ЧЗ, это Глоки. ТЗшка. Ну, короче, это юз, походу. Это Grand Power словацкий. Понял. AK is spraying these shots for the lames. I've been wasting no time. I ain't playing no games. I got skins on deck. I just flip the check, and anybody got a problem, they gon' end up wrecked. Every kind of level I've been up is only minimal effort. I be a beast on the beat, and I mean it. When I said it, I'm the meanest. The leaders, delete them. I beg them and take them out of the oven and eat them. Мне кажется, получилось. I'm hungry for success. They say it suck less. Talking about bars when they flying in the sundress. Spin up for a minute, I can run for the unrest. Let me grab your bitch and you know I'ma make her undress. 17, I'ma be a bit of a belligerent. I got a bills and I'ma do it with it. It's my boy. Вот поэтому он чемпион Влад. Still a fucking villain, I'm deeper than that. Sleeping in venom, I'm like cinnamon. The end of them is imminent. I hit him like Riddle and got him stumbling, dribbling from the words that I'm spitting. Give me a verse and I'll kill it. I'll bring the hurt. Ну что, рассказывай, как тебе впечатление? Тут Понравилось? впечатление, да, понравилось. Ты весь мокрый. Так капец, ну да. С чего понравилось больше всего стрелять? С дробаша, наверное. И с Серьезно? эмки. Да. А почему ты тогда в КС не берешь дробаш? Ну, потому что мне не нравится, он мне больше дигл по душе. В общем, ты не жалеешь, что приехал сегодня? Не. Ну, с тарелочками ты просто разделался. Like a boss. Я недавно словила себя на мысли, что я не знаю, почему именно такой ник ты себе выбрал. Почему именно бит? Да ну как-то так получилось. Брат еще давно, там был трек популярный «Битмейкер». Это Hey DJ. Он мне как-то просто ник «Битмейкер» поставил. Я как-то играл с ним. Потом я поставил бит, ну и как-то так бит и остался. А в какой момент ты вообще понял, что
Вполне возможно, это не просто увлечение. Ну, когда прошел на Нави и спортскемп, Мгм. тогда я понял, что За этим будущее. да. Кстати, по поводу Нави Спортскемп. Как долго ты думал над тем, подавать заявку, не подавать, сомневался? Нет, вообще не сомневался и недолго думал. Сразу взял и подал. Ты помнишь свое видеообращение? Ну, дословно не помню, но суть помню. Я понимаю все с полуслова. Я хорошо подстраиваюсь под команду. У меня есть большое желание играть вообще в команде. Какие у тебя были ожидания перед Нави Спортскемп? Вот, от кемпа. Я помню, что во влогах ты говорил, что шикарный дом, 3 этажа, есть джакузи. Я в джакузи. Да я на самом деле ничего не ожидал. Я просто услышал то, что там будет отбор. И то, что мы там будем 3 месяца, мне хватило этого услышать и все. А какие были эмоции, когда узнал, что ты проходишь на проект? Просто обрадовался, что прикольно прошел. А кому первому сказал? Родителям, наверное. Родителям, наверное. Я сказал то, что там будет летний буткемп. Точнее, я просто сказал, что будет буткемп. Они сказали, как, типа, учеба. Я сказал, он будет летом, и все, окей. А были какие-то сложные периоды во время кемпа? Не было, я думаю, сложных. Потому что я и привык мало спать. Насколько я помню, у тебя были проблемы с ранними подъемами, потому что ты очень много времени уделял КСке, иногда засиживался за ПК, за что тебя иногда Амиран ругал, и в качестве наказания дисциплинарного ты частенько убирал дом. Но не сказал бы я частенько, я очень редко выбирал его. Ну, среди всех остальных участников ты, наверное, чаще всего его убирал. У меня память просто не самая лучшая на такие моменты. Окей, я помню момент, когда мы с тобой ехали на футбол на съемку, и ты мне сказал, что ты точно пройдешь в Нави Junior. Ты в этом уверен. Не знаю, мне казалось так просто. Эта уверенность была с тобой на протяжении всего проекта, либо были моменты, когда ты сомневался? Да, ну, не было момента, что я сомневался. То есть ты был уверен до конца? Да. Ты вот сказала, что перед Нави Спортскемп ты играл только миксами, наверняка ездил на какие-то лан-турниры. Первый раунд, который я выиграл, это на летнем буткемпе. Я отпросился, Кензоро. да. Мы поехали на лан в Киев, какой-то, не помню. Какой-то лан и выиграли его сразу. По итогу прошло уже примерно 1,5 года. Что ты можешь сказать об этом проекте? Ну, он классный, потому что я научился правильному КСу на этом буткемпе. И до этого буткемпа я только играл миксы, по факту. И не знал никакого профессионального КСа, просто играл. Ну, это было только начало. Самая продуктивная работа была после этого. Смотри, наверняка наши первые тренировки, официальные игры, какие-то праки были сложными для команды, так как ростер постоянно менялся. Там был и Вайтсмит, и Фир, и Топа, и Аункер, и они постоянно ротировались на разные карты. Помнишь ли ты ваши первые официальные игры? А у нас первая официалка, не с Ашерами случайно была? Все почему-то думают, что с Шерами нет. Это был Винстрайк, это был Fortune Master. А, точно, я На вспомнил. Оверпасе, я Оверпас, помню. Оверпас и Я очень помню, обидный это, Мираж. По-любому было волнение, но оно проходит во время игры. Когда ты волнуешься, ты заходишь в игру, и у тебя просто оно пропадает само. Ты забываешься. Да, ты забываешь, ты фокусируешься на игру, и оно пропадает. В начале 2020 года мы начинаем активно расширять ростер. Мы подписываем Монези, Хэтрика, а потом еще забираем к себе Погорелова и Синикса. Как ты отреагировал на появление еще одной молодежной команды? Ну, это круто, когда организация пытается взять всех молодых, перспективных и под свое крыло, так скажем, взять, чтобы потом было проще с этим. Это прикольно, когда у тебя есть много игроков в ростере. На самом деле вас есть за что похвалить. Это 2 место на сектор Мосбет, и Мальта Вайбс, и Control Liga Play, ну и, конечно же, ЦСКА Blast. И вы заработали по итогу за этот год 18 тысяч призовых. Какой турнир тебе запомнился больше всего? С Нави Junior? Да. Ну, видишь, как ты заговорил с Нави Junior? Ну, просто Blast же еще был. Ну, Blast ЦСКА. Вы помните, прошли? Не ЦСКА, а Blast, который Blast. Где вы чемпионы, да, я помню. Ну, вот я про этот Blast. Он больше всего мне, конечно, запомнился. Давай с тобой вернемся немного назад. 17 сентября. Нави играет против Heroic. Карта Оверпас. Электроник вылетает. К вам в TeamSpeak залетает Blade. У вас Нави Junior тренировка. И что было дальше? По-моему, не заходил Блейд. Амиран сказал, просто надо, сейчас будешь ты. Там у Дениса проблемы с чем-то там. С Инетом или С Свету Инетом, Павла? да, с Инетом, по-моему, у него проблемы были. Я помню, я захожу на ХЛТВ, а у нас тогда был день разбора, по-моему. И мы тогда играли уже, вечер был, первый прак тогда играли после разбора. Захожу на ХЛТВ и смотрю, вижу карты, там Оверпас, я видел нюк там точно. Но я старался, конечно же, не думать про то, что нюк там есть. Нужно было сыграть Оверпас сначала. Самое интересное, что я захожу сразу в ТС. Там ЕСЕ, надо было качать клиент, там надо было бету менять. Короче, я захожу на сервер, и там сразу инста запускается матч. Пацаны ждали,
пока у Дениса там все возобновится, и запускается сразу матч. У меня $800, и все, и идем играть. Но ведь до этого ты не тренировался с основной командой? До оверпаса? Да. Не тренировался. Как тебя вообще встретила команда? Команда меня встретила очень хорошо, приятно было слышать слова, которые они мне сказали. А что они тебе сказали? Хорошие слова поддержки. Как обычно, с кем я играю все время? В своей визитке для Нави Спортскем ты говорил о том, что ты хотел бы научиться не обращать внимания на то, против кого ты играешь. Но, согласись, сложно не обращать внимания, когда у тебя первая официальная игра за основную команду Нави и сразу против Астралис. Тем более игра постоянно переносилась. Это ваша первая игра на EM Global Challenge. Как ты готовился к этой игре? Морально приготовился, что там будет Астралис и все. Но первая игра, я помню, капец, там такой обидный раунд. Это просто жесть. Я не знаю, я так ошибся там в этом раунде. Что за раунд? Да там то ли 12-9, я пикнул просто чувака на дефолте, капец. Я этот раунд долго не мог забыть, конечно. Но нельзя слишком зацикливать внимание на таких моментах, потому что он может поломаться просто. Просто это очень обидный раунд был. И все. Да, Валерчик, у меня к тебе еще уйма вопросов, но так сложилось, что у нас заканчивается время, и инструктор мне уже показывает. Вот мне кажется, он тебе уже звонит. Поэтому мы сменим быстренько обстановочку, а вы оставайтесь с нами. Давай вкратце с тобой обсудим, как ты относишься к новым правилам РМР-турниров, которые выкатили совсем недавно Valve. К примеру, то, что тренер не может находиться ни в тимспике, ни в спектаторах, ни в одной комнате, даже во время технических пауз на официальных играх с командой. Но они делают так, как на лане, и они хотят, чтобы было так на лане, чтобы тренер не помогал никак. И это вроде правильно, ну короче, это не так, я думаю, страшно. Ну, типа, таким образом Valve готовит всех игроков к переходу от онлайна к офлайну. Ну да, чтобы потихоньку люди привыкали, наверное. Сейчас, в принципе, вообще комьюнити очень сильно разделилось, и многие говорят о том, что изначально Valve, в принципе, были не против шестого игрока. И сейчас они выпустили такое правило, которое, по сути, не запрещает шестого игрока, но взамен просит 20% РМР-поинтов. Я думаю, возможно, они пересмотрят еще эти правила, кто знает. Ну и, конечно же, последнее нововведение, это самая хорошая, самая веселая новость, это стикеры. Какой бы ты себе стикер хотел получить в коллекцию? Золотую Нави. Я просто открывал уже, я хотел выбить эту наклейку, но у меня не получалось. У меня выпала муха эта золотая. Ну что, переходим, пожалуй, к самому интересному. Это, конечно же, Blast. И первым соперником на этом турнире стали Team Liquid, которых многие называют криптонитом для Нави. Как прошла эта игра? Я помню эту игру, мы давали очень такие раунды, которые нельзя вообще никак отдавать, и поэтому проиграли. В нижней сетке мы попались уже Complexity, и итог этой встречи решался именно на третьей карте, именно на Inferno. Чувствовал ли ты какую-то дополнительную ответственность? Тем более, когда остался в последнем раунде 2-1. Чувствовалось, понятное дело, то, что это третья карта, ты понимаешь, что это третья карта, и ты стараешься не думать, что это очень важная игра за вылет с турнира, потому что это только сбивает твои мысли и делает тебе только хуже. Расскажи, пожалуйста, как вы взяли реванш у Team Liquid? У нас тоже были ошибки во второй игре с ними же, но их было меньше, и, конечно, это игра ошибок, и мы выиграли, потому что ошиблись меньше. Если брать индивидуальную статистику, то в первом матче против Team Liquid у тебя была статистика 9-17, если не ошибаюсь, а уже когда вы брали реванш, был 22-17. Это говорит о том, что за столь короткий период ты проделал огромнейшую работу. И могу предположить, что к этому приложил свою руку Амиран. Наверняка он с тобой работает дополнительно индивидуально, вы разбираете матчи, готовитесь к предстоящим матчам. Ну, в той игре, насколько я помню, у меня просто не пошла игра, и так сложились обстоятельства. Liquid такие типы, то что с ними надо просто молотов сейвить, и все будет нормально. Всем зрителям на заметку, Liquid такие типы, с ними нужно сейвить молик. Как по мне, этот турнир для вас прошел максимально идеально, потому что хоть мы упали в нижнюю сетку, мы обыграли Team Liquid, взяли у них реванш благополучно G2, Team Vitality, и в финале нам оставалось только обыграть Astralis, по сути, наших самых больших принципиальных соперников. Какой был настрой перед игрой? У тебя, у команды в целом? Ну, начнем с того, что сначала мы играли с Vitality в один и тот же день. И я хотел, чтобы ребята... Там не было третьей карты. Нам решалась третья карта, какая будет
или Инферно, или Мираж, по-моему. И получилось так, что третья карта была не Инферно, и я просто наблюдал и болел за пацанов. И вот когда ребята выиграли Vitality, и Астралис следующие были, мне почему-то казалось, что... Что вы точно выиграете? Я не знаю, ну да, какого-то... Ну, я не знаю, такое чувство было, то что как-то легко было. Нельзя было дать им шанс вообще зацепиться за раунд. Нужно сыграть максимально его четко, чтобы не было вообще никаких шансов у них одержать победу. Ну, во второй половине у них не было ни одного шанса, потому что они не взяли ни одного раунда даже. Смотри, но в то же время нужно понимать, что 2 матча до этого вы проиграли датчанам. Блин, там на самом деле, там близко очень было. Там такие матчи близкие, там 16-14, 16-13. Там просто не хватало чуть-чуть. Угу. Но не было мысли о том, что и третий матч закончится не в вашу пользу? Нет, конечно. Потому что я чувствовал то, что те матчи, которые мы им проигрывали, они реально были близкие. Мы, были ошибки, и если бы этих ошибок не было, мы бы выиграли. Ну и каково оно быть чемпионом Бласта? Это такое классное чувство, если честно, было. Я не знаю, я очень долго радовался. Особенно не мог заснуть в ночь, когда мы выиграли. Это было очень сложно. Что происходило в TeamSpeak в момент, когда вы забираете последний раунд? Конечно, мы радовались все. Я сижу, думаю, мне нужно было понять сначала. Осознать, да, то, что мы реально выиграли Blast. Вот мы выиграли первый раунд, я понимаю, что все радуются, кричат, и я понимаю, что да, мы выиграли реально Blast. Ну это капец, такие ощущения классные. Смотри, ты играешь сейчас только на Инферно. Увидим ли мы тебя на других картах? Не знаю, время покажет. Следите за новостями. Ну, может, какой-то маленький инсайдик, что она будет, но какая, неизвестно. Время покажет. Валер, ты в своей визитке для Na'Vi Sportscam говорил о том, что ты мечтаешь попасть в основную команду, стать чемпионом мейджора и топ-1 SLTV Org. Сейчас уже можем поставить первую галочку, верно? Ты уже в основе. Ну, не до конца, это полугалочка. Полугалочка. Если бы я сейчас уже тебе задала такой же вопрос, как бы ты на него ответил? Хотелось бы, конечно же, выиграть крупные еще турниры, выиграть мейджор этот. Так. Осенью который. Да. Ну, очень хочется выигрывать турниры. После таких эмоций очень хочется выигрывать еще раз и выигрывать, потому что это незабываемые эмоции. А что касательно топ-1 SLTV Org? На самом деле это такая вещь, которая со временем ты переосмысляешь то, что ты хотел раньше, и не всегда это то, чего ты реально хочешь. И топ-1 мира я считаю то, что реально лучше быть просто крутым игроком в лучшей команде мира, например, чем быть просто лучшим игроком, например, не в лучшей команде мира. Потому что это командная игра, и в первую очередь побеждает команда, а не игрок. Какие у тебя цели и планы на этот год? Цели, планы на этот год — выигрывать все крупные его ивенты и прогрессировать как игрок. Ведь, глядя на тебя, можно с уверенностью назвать проект Na'Vi Sportscam абсолютно успешным, потому что спустя всего лишь год ты попал уже в основу и выступаешь на тир-1 сцене. Валер, ты как человек, который прошел весь этот путь, какой бы ты мог бы дать совет ребятам, которые сейчас смотрят это интервью и также хотят попасть в Na'Vi? Главное верить в то, что ты делаешь, в то, что у тебя получится, и все будет окей. И стараться прогрессировать каждый день. Ну и в конце ты можешь сказать пару слов нашим и вашим фанатам и болельщикам. Я хотел бы сказать всем болельщикам спасибо за поддержку. Я буду стараться еще лучше выступать. Спасибо хейтерам тоже за то, что вы тоже есть. Болейте за Na'Vi. Потому что Na'Vi в сердечке. Да. До скорых встреч. Пока.